Казань – столица Татарстана, один из крупнейших экономических, научных, образовательных, религиозных, культурных и спортивных центров России. Казань – это российский город, который сочетает в себе европейскую и азиатскую культуры. Для многих Казань – это третья столица России, но при этом это малоизвестный город в мире. А ведь Казань старше Санкт-Петербурга и даже старше Москвы. Казань основали в 1005 году. Центральная улица города – улица Баумана. Это пешеходная улица, которая начинается от станции метро Площадь Тукая и доходит до станции метро Кремлевская, где находится Казанский Кремль. Да, в Казани есть метро и есть свой Кремль. Метро, кстати, современное. Его построили к тысячелетию города. Казанский Кремль. Интересный факт, что Казанский Кремль был признан объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. При этом территория Кремля не закрыта. Любой человек может зайти и погулять по территории, посмотреть на старинные здания, кремлевские стены, церкви. Да, на территории Кремля есть христианская церковь, Благовещенский собор. Это первый православный храм в городе, заложенный сразу после завоевания Казани, и мечеть Кул-Шариф. Мечеть построили на территории Кремля только в 2005 году, в год тысячелетия города. Свое название мечеть Кул-Шариф получила в честь реального человека, последнего имама, который защищал город во время нападения Ивана Грозного. Казанский Кремль был построен при царе Иване Грозном, который, как известно, и завоевал Казань, татарское ханство. А до этого на холме стояла крепость XI века. Казанский Кремль – это историческая достопримечательность, в которой видны черты двух культур и двух религий – мусульманской и православной. Кстати, у Казанского Кремля много общего с московским. Оба они когда-то были деревянные, потом горели из-за пожаров, стены Кремлей перестраивали в белокаменные, но Казанский Кремль, в отличие от московского, и сейчас остался белым. А еще в Казанском Кремле есть Спасская башня, правда, не с курантами, а с часами. Башня Сююмбике – одна из самых известных башен на территории Кремля. Это красивая, высокая башня из красного кирпича. С определенной стороны заметно, что башня падает. Она стоит под наклоном почти в 2 метра. Башня названа в честь татарской царицы. Есть даже легенда, что царь Иван Грозный хотел жениться на красавице Сююмбике, татарской царице, но она отказала ему и бросилась с башни. Это всего лишь легенда, не историческая правда. Недалеко от Кремля находится живописная набережная на берегу Волги. По набережной приятно гулять в любое время года. Летом же можно прокатиться на велосипеде, самокате. С каждым годом набережная становится длиннее и интереснее. В Казани много интересных зданий. Это и Казанский цирк, который находится на набережной реки Волги, напротив Кремля. По форме здание цирка напоминает космический корабль. Через Волгу
находится дворец бракосочетания или центр семьи Казан. Здание по форме напоминает чашу. Очень рекомендую подняться на крышу и посмотреть на город с высоты. Особенно красивые виды во время заката. Кстати, если вы любите смотреть на город с высоты, то недалеко от центра семьи Казан есть парк аттракционов, в котором работает колесо обозрения, или, как еще его называют в России, чертово колесо. Еще одна важная достопримечательность Казани – это дворец землевладельцев. Это административное здание классического стиля, расположенное на Дворцовой площади города. В здании находится Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан. Но не поэтому это достопримечательность. В здании по центру есть красивое, гигантское дерево. Каждый год напротив дворца проводят концерты. Казань – это город, который не оставит равнодушным. Если вам вдруг не удастся увидеть все достопримечательности города, то вы хотя бы попробуйте национальную татарскую кухню. Очень известные десерты чак-чак и баурсак, пирожки эчпочмак и элеш. Кстати, они очень вкусные в Тюбетей. Это такой ресторан фастфуда в Казани. Мясные блюда бешпармак и азу, супы шорпа и такмач. В общем, татарская кухня – это отдельная цель поездки в столицу Татарстана, город Казань.